Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Пчеловодство, оно, знаете, очень интересная штука, потому что это игра в кошки-мышки с пчелами. Кто кого обдурит, то ли пчелы пчеловода, и он останется без меда, то ли пчеловод обдурит пчел и заберет у них мед. Это такая игра такая, каждый год она заново начинается. Кто кого обманет. Вот кто окажется более хитрый, тот и получит результат. Либо пчелы обманут пчеловода, либо пчеловод все-таки обманет пчел. Но так как мы играем на стороне пчеловода, то будем дурить. Так вот, один подписчик или зритель задавал интересный вопрос, понравился он мне, потому что я вообще люблю методы пчеловодства, потому что пчеловодство наука не точная, каждый пчеловодит как хочет. Но я буду свое мнение рассказывать, а вы в комментариях напишите свои поправки. Так, значит, данные. Есть у человека лежак, человек хочет сделать, когда придет липа, ну то есть два зайца хочет убить и липу хапануть, вот, и чтобы районе получить. Молодец, такое хорошее решение у него, правильный ход мыслей, как обдурить пчел. Вот. Так вот, липа, человек говорит, хочу сделать противороевой отводок, чтобы пчелы не зароились, и при этом они принесли меда. То есть, когда будет цвести липа, основные семьи у него потянут тогда маточники и принесут меда. Ну, понятное дело, потому что матки же нету, значит, они будут носить мед. То есть, и мед он хочет получить, и рой не отпустить. Так вот, еще раз повторяю. Сделать противороевой отводок, когда будет цвести липа. Основные семьи потянут маточники и принесут липового меда. Вот такая вот задумка. Следующий этап с отводка, который он сделает. Забирать расплод на выходе и ставить в основную семью, чтобы ее усилить к главному взятку. Главный взяток это у нас подсолнух, имеется в виду, наверное. А потом, когда придет главный взяток, эти две семьи объединить. И таким образом получить хорошую семью на главный взяток. И хапануть еще и подсолнуха. Вот такие вот задумки. План Барбаросса. Очень хитрый план. Одобряю. Так, но тут в этом плане есть одна небольшая негативная деталь, которая сведет этот план, скорее всего, в полный минус. И таки получится, что пчелы обманут пчеловода. Значит, какая проблема? Проблема в сроках. Вот я написал сроки 15.06. И 10.07. Ну, по своей местности буду рассказывать, потому что у всех местность другая, там немножко другие цифры будут. У нас главный взяток, то есть подсолнух, начинает цвести где-то 10-12 июля, то есть 10.07. А липа у нас цветет в конце июня. Но будем думать, что у человека очень хорошая липа, которая цветет в середине июня. Вот. Потому что если брать на наши сроки, то у нас липа зацветает где-то 20 июня, и вообще вот этот план тогда у нас не пляшет. Потому что между 20 июня и 10 июля, главным взятком, там всего-навсего 20 дней. И нету места для маневра, то есть нету времени для маневра. Ну, отодвинем этот срок цветения липы на 15 число, чтобы было время маневра. И как видим, у нас от начала цветения липы до начала цветения подсолнуха чуть меньше месяца, 25 дней. И тут будем маневрировать. Теперь показываю, где сложность будет. Но для начала давайте чисто математически посмотрим, что из этого получится. Вот у него лежак. Обычно что такое роевая семья? Это семья, которая имеет больше 12 рамок пчел и 8 рамок расплода. То есть в такой силе семья уже начинает закладывать роевые маточники. Как только появляется 13-я рамка пчелы, она уже для семьи лишняя, потому что безработная, лупится постоянно новая пчелка из расплода, и все, семья набирает вес и начинает роиться. Так вот, если возьмем книжечку, то увидим, что там написано, когда появляется 8-я и 9-я рамка расплода, надо делать противороевой отводок. Так вот и пишем, что в лежаке, допустим, 12 рамок пчелы есть и 8 рамок расплода. Ну, расплод у нас, соответственно, 4 рамки открытого расплода будет разновозрастного и 4 рамки запечатанного расплода, тоже разновозрастного. Делаем противороевой отводок. Что такое противороевой отводок? Противороевой отводок – это такая штука, когда надо забрать практически весь печатный расплод. То есть надо разделить пчел и расплод. То есть надо забрать расплод. Так вот мы делаем противороевой отводок, забираем около 5 рамок пчелы из семьи и забираем 4 рамки запечатанного расплода. Получается у нас отводочек. Так вот тут я нарисовал, вот первая строчка. На 15 июня, когда зацветет липа, мы делаем отводочек и получаем такой результат. В основной семье у нас останется 7-8 рамок пчелы. Вот и 4 рамки открытого расплода. А в отводок у нас уйдет 5 рамок пчелы и 4 рамки запечатанного расплода будет. Соответственно, матка уходит
в отводок, а в семье у нас нету матки. То есть они потянут маточник свящевой. Вот я нарисовал свящевой маточник. Соберет ли семья вот это мед? Потому что надо же собрать мед. А липа у нас цветет где-то 15 дней. Это значит, она будет цвести до конца июля. Да, вот эта семейка, она мед принесет. Она не принесет его полон улей, но где-то литров 15-20 она точно его притянет. При этом пчела что сделает? Износится. То есть эта семейка окажется в плачевном состоянии. Но немножко об этом попозже. Итак, вот сделали 15 числа отводочек. Имеем вот такие вот фактические данные. Теперь будем считать через 10 дней. Вот я нарисовал 25.06. То есть у нас взяток с липы, который уже подходит к концу. Через 10 дней будем иметь такой результат. В основной семье пчелка принесет меду и износится. И дай бог, что там осталось 7 рамок пчелы. Еще живой. Потому что пчелка, когда летает за медом, крылышки истрепаются, она падает и умирает. То есть семья слабнет. У них было 4 рамки открытого расплода. Этот расплод они запечатают за 10 дней. То есть он станет весь печатным. У них будет только печатный расплод. И они повесят свящевой маточник. И этот маточник, свящевые маточники у нас 15 дней до рождения матки, они уже запечатают к этому времени. То есть будем иметь уже через 10 дней запечатанный маточник, но матка из него еще не выйдет. Что у нас будет в отводке? У нас выйдет запечатанный расплод. Те 4 рамки, которые были в запечатанном расплоде. Значит, у нас будет те 5 рамок, которые были, плюс те 8 рамок, которые вылупятся из запечатанного расплода. Итого у нас 13 рамок пчелы будет. И за это время, за 10 дней, ну, матка обычно засевает рамку там за 3 дня где-то, у нас будет около 3-4 рамок открытого расплода. Ну, напишем 3 рамки, потому что это отводочек. Меду эта семья не принесет. Почему не принесет? Потому что мало пчелы, они занимались воспитанием расплода, некому было носить мед. Все пчелы занимались выращиванием расплода. Все были при работе, за медом не летали. Ну да, конечно, какое-то количество меда они там небольшое для себя принесут, но вам там качать не будет чего. И вот на 25 июня мы имеем такой результат. Можно сказать, что через 5 дней у нас липа закончится. Все, приехали, мед выкачали. Теперь я нарисовал следующие 10 дней. Это будет у нас уже 5.07, то есть 5 июля. И это уже 5 дней до главного взятка. Пора семьи готовить к главному взятку. Через 10 дней, то есть на начало июля, мы будем иметь в основной семье 7 рамок пчелы, которые у нас были, плюс 8 рамок пчелы, которые у нас вылупилась из тех рамок 4, которые они запечатали. Раньше это был открытый расплод до начала, когда мы делали отводок, потом они запечатали, и наконец-то эти пчелы вылупились. Итого будем иметь 15 рамок пчел. 15 рамок пчел это больше, чем 12? Больше. Значит, что это роевое состояние семьи. Но они не изроятся, потому что у них нету матки и нету расплода. И самое главное, у них нету жирной, упитанной, откормленной роевой пчелы, поэтому роиться они не будут. И в это время у нас уже выйдет маточка. 5 дней она уже как выйдет, но обычно маточка у нас облетается 10-15 дней, поэтому маточка будет неплодная. То есть эта семья останется без расплода на начало взятка. Расплоду не будет. Дай бог, чтобы к 10 числу, когда зацветет у нас подсолнух, главный взяток, эта маточка облетелась. То есть эта семья выходит на главный взяток без расплоду. Теперь отводок. У него на это время 13 рамок пчел. За это время, за 10 дней, матка еще отложит 4 рамки открытого расплода, потому что семья уже не маленькая, она уже большая. И, скорее всего, ну не скорее всего, а точно вот эти 3 рамочки расплода открытого, которые были, они будут 3 рамками запечатанного расплода. И уже начнет расплод выходить. То есть видим, что вот это уже роевое состояние. И вполне возможно, эта семья зароится еще до главного взятка. Но если вы сделаете противороевой метод, то, в принципе, эта семья в очень хорошем состоянии выйдет на главный взяток. Она будет готова брать подсолнух. То есть видим, что у нас все поменялось в этом случае. У нас отводок стал основной семьей, а основная семья охляла и стала не основной. То есть отводок в это время окажется немножко сильнее, чем вот основная семья, потому что основная семья охлянет. Теперь по поводу того, что перебрасывать запечатанный расплод
из отводка в основную семью, чтобы она, соответственно, не охляла. Потому что человек мыслил правильно, он понимает, что все, эта семеечка основная охлянет. Дело в том, что тут нечего перебрасывать. Вот. Первые 10 дней тут вообще нету запечатанного расплода. Через 20 дней запечатанный расплод будет. Да, вы можете его перебросить в основную семью. Но дело в том, что все равно эта семья не будет готова брать главный взяток. Потому что что такое семья, созревшая к медосбору? Это семья, которая имеет 4-5 кг пчел, то есть 20-24 рамки пчелы, и полный комплект расплода, то есть 8 рамок расплода. Даже если вы перебросите сюда запечатанный расплод, то 24 рамки пчелы у вас тут не будет. То есть семья к медосбору не готова. А отводок, соответственно, тоже к медосбору не готов. Потому что если вы заберете у него печатный расплод, то не будет дополнительной пчелы, она не вылупится к этим 13 рамках. И на главный взяток вот эта семейка выйдет в размере там, 15 рамок пчел. То есть, опять же, не хватает. Да, вы их выровняете, но это будет 2 неполноценные семьи для главного взятка. Если вы отсюда расплод брать не будете, то эти 3 рамочки выйдут, и тогда у вас вот эта семья к медосбору будет готова. Это будет хорошая и мощная семья на подсолнух. А это, соответственно, ни хрена не возьмет. Вернее, как она возьмет подсолнух, принесет много, потому что у нее же расплода нету. Вот. Но дело в том, что после того, как пройдет главный взяток, от этой семьи останутся рога и копыта. То есть она практически прекратит свое существование, потому что она очень сильно ослабнет. По итогу что будем иметь? Будем иметь, если не будем перебрасывать расплод, эта семья принесет хорошо меда, эта семья забьет все 15 рамок пчел, которые она занимала, будет 15 рамок меда, но от семьи ничего не останется. То есть, когда закончится главный взяток подсолнух у нас, то вам придется эти 2 семьи все равно сводить вместе, потому что эта семья уже сама по себе до зимы нормально приготовиться не сможет. То есть, таким образом у вас отводок станет основной семьей товарной, которая пойдет в зиму нормальной семьей. Основная семья охлянет до цурки, то есть там не будет с чем уже работать, нету материала. Вот такая вот беда ждет. Так, тут сразу возникает вопрос, а если перебрасывать не 4 рамки запечатанного расплода, а немножко меньше, чтобы избежать ослабления основной семьи. Дело в том, что речь шла о противораевом отводке. А противораевые отводки, это надо все-таки забирать весь расплод, потому что если заберете только 2 рамки расплода, то роя вам тут не избежать в основной семье, то есть все равно будет рой, поэтому не получится. Вернее, конечно, можно попробовать, но, скорее всего, очень большие риски и есть результат отпустить рой. И теперь вопрос, что делать? Извечный вопрос, что делать? Я вам расскажу, как делаю я, а вы напишите, как делаете вы. И посмотрим, может, у кого какие лучшие результаты, чем у меня. У меня 2 метода на этот счет. Вот, если у вас семья на липе, допустим, уже роится, я бы противороевого отводка не делал. Я бы дал им повесить роевые маточники. И как только семья повесила роевые маточники, я сделал бы налет на матку. Я в это дело в своих видео на YouTube все показывал. Когда вы делаете налет на матку, у вас в одном улье получается вся летная пчела, в другом улье получается вся нелетная пчела. То есть вся молодая семья с расплодом. И в этом случае у вас на взятке получается 2 улья меду. Та семья, которая осталась с маткой, то есть налетная семья с маткой и всей летной пчелой, она забивает полностью весь корпус медом. То есть все 12 рамок она вам забьет медом. А та семья, которая молоденькая с отводком осталась, она меду не приносит 10 дней, пока не вылупится расплод. А так как у нас липа цветет 15 дней, то последние 5 дней они работают как одуренные, потому что у них матки нету, а пчелы много, а расплод уже греть не надо, потому что он вылупился. И вот эта семья в конце взятка тоже приносит меду, то есть забивает все медом. То есть считаем очень просто. У вас было 12 рамок пчелы, они повесили роевые маточники. У вас было 4 рамки открытого расплода, 4 рамки закрытого расплода. Соответственно, те и те 4 рамки расплода выйдут. Там получится 8 рамок пчелы, там получится 8 рамок пчелы. Итого у вас к 12 рамкам пчелы добавляется еще сколько? 8 плюс 8, еще 16 рамок пчелы. Итого у вас получается
28 рамок пчел. То есть и в той половине семьи, и в той половине семьи суммарно в них обоих получится 28 рамок пчелы. И практически все 28 рамок пчелы у вас это будет мед. Мед, если вам позволяет медовая база это сделать. Потому что если липа дает мед плохо, то нифига у вас не получится. Мед собрали, и что по итогу имеем? Та семья, которая была налетная, то есть где была летная пчела, она, от нее ничего не остается, рога и копыта, то есть она только под ликвидацию. А та семейка, которая была с расплодом без матки, находит себе, выращивает себе новую матку и, в принципе, остается нормальной семьей. То есть в этом случае получаем дохренища меда и одну семью, потому что одна самоликвидируется на медосборе. Это первый метод, который можно сделать. Он заточен на то, чтобы получить большое количество меда. Опять же, только если позволяет медовая база. Потому что если медовая база не позволяет, либо слабенько дает, то смысла от этого делать нету, потому что ни меду, ни пчел. Так, и теперь я вам рассказываю еще один метод. На тощих отводках. Это то, что я показывал в своих видео, я делаю всегда на акации, потому что к акации у нас семьи, вот случается такая история, что они вырастать не успевают. То есть они не в том состоянии, чтобы брать акацию, то есть они недозревшие к медосбору. То есть это тощие семьи, потому что есть семьи тощие, есть семьи жирные. Вот отводки от тощих семей – это дело такое. Вот, а отводки от жирных семей, то есть это те семьи, которые уже в предроевом состоянии, это получаются хорошие отводки. Отводки от тощих семей, то есть семьи, которые еще не в роевом состоянии, эти отводочки получаются гораздо хуже, потому что что там нет роевой пчелки откормленной. Но я вам показываю второй метод. Вот есть улей. Это то, что я делаю на акации. Как я беру акации? Обычно я акацию беру на семью, если она у нас хорошо дает и погода позволяет, около 20-25 литров на семью акации я беру. Да, конечно, не по 100 килограмм, как многие хвастаются, но стабильно где-то около 20 литров у меня есть. Не килограмм, литров я попутал, 20-25 литров на семью. Вот у меня семья тощая, то есть она не в роевом состоянии. И у меня начинает цвести акация. Ну, будем переносить это на липу, потому что ситуация одна и та же. Неважно, акация или липа. Я про свой опыт рассказываю, а у меня опыт на акации. Семья тощая, она к медосбору не готова. Что я делаю? Я забираю 2 рамки расплода печатного. И я забираю 3 рамки пчел, ну, чтобы покрывался расплод. И я забираю сюда матку. Вот у меня получается такой отводочек. Маленький такой отводочек. Вот. Собственно, я его делаю, этот отводочек, для того, чтобы забрать матку. Семья основная остается без матки. Нету у них матки. И они приносят 20-25 литров акации, потому что матки нету. За расплодом ухаживать не надо. Пчела освобождается от работы и летит за акацией. И приносит мне сюда акацию. Отводок в это время, соответственно, живет себе, толку от него нету, меду он, конечно же, не принесет, потому что пчелы мало, матка набрасывает расплод, пчелы занимаются выращиванием открытого расплода, в общем, меду отсюда вы не возьмете. Заканчивается акация. Наконец акации. Тут у нас висит такой красивый зрелый маточник на выходе уже, на выходе. Они ждут, когда выйдет матка. Вот тут толку нету. Тогда я нашей битве за урожай, то есть когда акация отцвела, забираю матку плодную и отдаю в семью, в ту, которую я у нее эту маточку и забрал, то есть это их родная матка. А маточник вырезаю, все маточники, которые есть тут, вырезаю в этой семье, оставляю 1 или 2 самых лучших и отдаю в отводок. Лучше, конечно, 1 оставлять, на всякий случай. Даже если вы оставите 2, то они все равно не зароятся, эта семечка не зароится, потому что тут некому просто роиться. Нет роевой откормленной пчелы. Поэтому можно ставить и 2 маточника, и 3 маточника. Там эти маточки свищевые между собой просто покусаются, останется 1. Пчелы не изроятся. Ну, вот таким вот способом. То есть у меня получается в основную семью, которая охляла при сборе акациевого меда, возвращается матка плодная. Нет того перерыва на облет матки. То есть я экономлю 10-15 дней. Потому что если бы я оставил маточник, маточка бы вышла молодая, пока бы облеталась 10-15 дней. Это все время.
Вот, и пчелки остались бы без расплоду, и семейка бы очень сильно охляла. Но я возвращаю им маточку. Маточка работает. К этому времени у нее там место для работы пустых сотов немерено, потому что весь печатный расплод отсюда уже вышел, то, что остался. Места для засева полно. Она работает с утроенной силой, потому что пустых ячеек бегать искать не надо. А этим товарищам я отдаю маточник. Притом у них остается тот расплод от этой матки, которая там работала все время, пока эти акацию собирали. То есть расплод у них есть, и им приходит уже зрелый маточник, где матка выйдет буквально на днях. Ну, может завтра, может послезавтра. Она лупится. 10-15 дней, и у них тоже готовая плодная матка. То есть облеталась. Через 2 недели, то есть практически через 2 недели у меня и тут плодная матка старая, и тут плодная матка новая. И вот эти семьи, они очень быстренько, это нарастает, а это восстанавливается. И к главному взятку, ну то есть к подсолнуху, у меня эти 2 семьи выходят на взяток. Притом я от этой семьи вот еще могу сделать, успеть 1 отводок. То есть это выйдут на взяток, на главный 2 полноценных семьи. Вот такой вот рокировочка. То есть сохраняются 2 семьи как хозяйственные единицы, и бонусом еще 20-25 литров акациевого меда имеем. Если бы я не делал вот этого всего, просто оставил одну семью, то меда они бы не принесли. Ну, принесли бы литров 10, ну, может быть, 15 от силы. Все, больше эта семья меду бы акациевого не принесла, потому что что? Пчелы летать за медом нету, потому что работает матка, засевает расплод, расплод надо кормить, греть, поить. Пчела занята работой, за медом некому летать. Как только я делаю вот эту рокировку, маточку забрал, расплода немножко забрал, эти пчелки освободились от работы, полетели за медом. Перенесли немножко там, пусть на 10 литров, больше меда, чем если бы я маточку не забирал. Вот, акации мед, он дорогой, он ценный. Поэтому 10 литров лишних акациевого меда – это очень и очень хорошо. И при том, если акацию они не берут, и вдруг там дождь, акация пролетела мимо нас, то следующий за акацией идет малина, густой темный мед. Я в прошлом году спрашивал, что за мед, угадает, это был малиновый мед. А малиновый мед среди населения расходится еще быстрее, чем акациевый. Поэтому это, в принципе, беспроигрышный вариант. Если акация вдруг дожди сгнила, то вот эти пчелы соберут малину. А малина продается и еще дороже, и еще лучше, чем акация. Такие вот дела. Вот мое мнение по этому поводу. В общем, задумка, конечно, правильная. Стремление правильное. Ну, думаю, что из этого рая сильно хорошего ничего не получится. Лично я бы действовал либо вот по такому методу, жертвовал бы одной семьей, но получил бы много меда, но одна семья, скажем так, уходит на тот свет. Либо, если хотите сохранить 2 семьи как хозяйственные единицы, то вот этим методом. Вот. Но даже я бы так сказал, если у вас семья все-таки вешает роевые маточники, успевая зайти в роевое состояние, то лучше действовать вот налетом на матку. Вот. А если семья у вас тощая, то есть не в роевом состоянии, то лучше делать рокировку. Это для поддерживающих взяток. Рокировка – это для поддерживающего взятка, то есть не для главного взятка. То есть когда взяток у вас скудненький. Потому что когда у вас хороший взяток, то пчелы у вас так и так будут носить мед и роиться не будут. А вот на поддерживающем взятке пчелки вроде и мед носят, но и в то же время могут и роиться. Так вот, чтобы они не роились, делаю рокировку. Притом, вот когда на акации делаете такую рокировку, то потом вот эта семья, вот эта вот основная, она уже в течение сезона аж до подсолнуха не роится. Вот такой вот еще один бонус. То есть семья уже практически это в роевом состоянии никогда не будет. И как бы вся эта проблема с роением на пасеке, она снимается. Мало того, что бонусом меду немножко больше акациевого, так еще и с роением проблем нету. Такие дела. Так, ну а сегодня было такое видео. Лично мои размышления. У кого какие другие мысли по этому поводу, кто как делает, напишите в комментариях, я почитаю. Может, чего ценного для себя подчеркну. Ну и обязательно ставим мне, конечно же, лайк, потому что я очень жаден. И передаем привет моим мохнатеньким чудовищам. Ждем облет. Где-то 8 марта у нас должен быть самый мощный облет. И начинаем пчеловодить.